Всем привет! Сегодня у нас ваша любименькая. Это его мысли, его чувства и его действия в отношении вас. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Единички. Первая карта сигнификация, остальные парные читаем. Что сейчас между вами? Между вами сейчас, знаешь, связка такая тянучая. И, если честно, уже перегружена. У него много намерений. Действий тоже хватает. Но дела он строит так, что вот все оказывается сложнее, чем должно быть. Он постоянно чего-то там контролирует. Постоянно у него стратегии какие-то в голове. А у тебя чувство создается, что отношения похожи больше на задачу, чем на настоящие отношения. Как будто все надо решать, все надо тащить, вкладываться без конца. Но что важно, между вами действительно есть движение. Все не стоит и не застыло, просто ритм очень неспокойный. Вот как кардиограмму видел, вот туда-сюда, вот примерно вот так вот. Вроде шаг вперед, спустя минуту как будто две проблемы сверху прибавились. Однако это, не значит, что все идет в пропасть. Нет, наоборот, все идет, как сказать, где вы вот оба учитесь договариваться, терпеть друг друга под нагрузкой. Он вкладывается, но ты постоянно чувствуешь тяжесть от его способа вот этого держать все в руках. Если прямо, то между вами накаленная энергия, которая может, как сказать, быстро менять атмосферу. От разногласий к сближению, как биполярочка у двоих. Но важно, что он не отходит в сторону, а наоборот, он продолжает держать с тобой контакт. Какие его мысли о тебе? Знаешь, ты для него в его жизни очень ценная фигура. Ты не случайная женщина, и он это понимает. Он воспринимает тебя как редкий шанс. Как вот человека, с которым может не только строить чувства, да, но и о будущем мечтать. И в его голове ты связана с чем-то таким светлым, вдохновляющим, прям ангелочек. Он не смотрит на вас, как на легкий роман. Нет, для него ты возможность жить красивее, жить там глубже, ярче. Это ты для него. При этом он иногда чувствует себя, знаешь, рядом с тобой и вот, как сказать, вот мальчишкой, новичком. У него, знаешь, какие мысли? Могу ли я ей дать, чего она достойна? Ему хочется показать внимание, быть для тебя тем самым человеком, который дарить эти эмоции умеет, признавать твой вот этот уровень высокий. И он, знаешь, он думает о том, что с тобой нужно больше романтики и вот меньше сухости. И он честно считает, что твое появление в его жизни – это не случайность, это звезды сошлись. Он видит в тебе судьбоносного судьбоноса. И в голове варианты строит, как это все сохранить. Мысли у него точные, он хочет быть тем, кто тебя поддерживает, а не просто рядом, как домовой ходит. Чувства какие? Знаешь, сложные, но искренние. На глубинном уровне у него есть открытость, он к тебе сердцем тянется. Ты его цепляешь именно душой, а не просто там внешностью и попкой красивой. С тобой он чувствует вот эту мягкость, что такое уязвимое в себе раскрывает. Он может быть там романтичным, способен на внимание, даже на любовь настоящую, но другая сторона есть. Он в себе страх держит, что не хватит ему этого. То есть такое ощущение, что он не дотягивает, что у тебя планка выше, а у него возможности ограничены. И это иногда заставляет его уходить в закрытость, там, молчит, чтобы там слабину не показать.
Чувства есть, они чистые, но в них, знаешь, много сомнений насчет своей силы в твоей жизни. Любовь у него к тебе нежная, теплая, даже вдохновляющая, я бы сказал. Но он стесняется раскрывать ее на полную, как будто он боится, что этого мало окажется. Действия какие? Ну, знаешь, это вот эта самая двойственность. Он, знаешь, он вроде рядом, но часто на расстоянии. Он продолжает держать контакт с тобой, но не всегда в открытых формах. Иногда это больше как наблюдение, чем какой-то прорыв. Приходить может неожиданно, если не вместе живете. Там поддерживать, проявляться, но не сплошным потоком. У него паузы бывают такие. То есть моменты ему нужны, когда ему нужно собраться. И действует он осторожно. Ему сложно показать свои какие-то слабые стороны вслух. Поэтому легче прятаться вот в этом наблюдении, в ограниченных шагах, чем там полностью развернуться на полную катушку. Но он все равно не отстраняется, нет. Даже если он молчит, даже если он сдержан, его внимание внутреннее, оно постоянно на тебе. И если прямо, то он будет действовать постепенно, маленькими шажочками, показывая, что он, как говорится, здесь. Он готов тебя поддержать, навстречу идти. Но ждать от него большого рывка прямо сейчас не стоит. Он скорее будет ближе через проявления какие-то, там мелкие поступки, забота, кран починит, розетку починит, а не через вот эти громкие речи или какие-то резкие шаги, типа там «выходи за меня замуж, завтра идем в ЗАГС». Нет. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Что сейчас между вами? Первая карта сигнификация, а остальные парные читаем. Ну, у вас дистанция, причем непростая сейчас. Он как будто назад шагает. То есть и не дает тебе вот подойти ближе к себе. И это не всегда вот это открытое молчание или резкость, да? Это больше как внутренний уход. Он как будто себя ищет, но не в твоем присутствии, а в стороне, вот в этом одиночном пространстве. И это очень больно бьет по тебе. С одной стороны, ты ощущаешь, что сердце у него не остыло до конца, да, а с другой стороны, он не показывает готовности делиться своей болью внутренней или там тревогами какими-то. Ситуация натянутая, подвисшие эмоции, невысказанные вопросы, холодок, и ты это прекрасно чувствуешь. Он понимает, что за ним шлейф его решений, которые ранили, и поэтому сейчас нет ясности. Нет ни ясности, ни спокойствия, ничего. По сути, знаешь, между вами состояние, где оба ощущают потерю и вот этот надлом душевный. Но он решил прятать это в одиночестве, а не с тобой вместе там разбирать все по полочкам. Его мысли о тебе, много конфликтов. Знаешь, вот я объясню. Вот с одной стороны он думает о тебе как вот, как сказать, о человеке, который мог бы стать новой точкой отсчета. Ты легкая, свежая, ты та вот, с кем можно заново пробовать, учиться, сердце открывать и так далее и тому подобное. Но вместе с этим он тянет в голове идею, что любовь с тобой — это борьба. Ты для него слишком сильная, ты для него слишком ярко. И его мозг, он фиксирует на этом границу. То есть он говорит, знаешь как, чтобы быть рядом, нужно постоянно доказывать, что я достоин. Он видит тебя человеком, который не прогнется, не станет планку снижать. У него мысли двоякие. Либо идти в это, да, и стараться соответствовать, либо снять с себя ответственность, потому что тяжело. Его мозг занят сравнением постоянно. Риск, да, но и награда большая.
Поэтому он не забывает о тебе и не вычеркивает, но в мыслях он все время взвешивает, там, например, там, справится ли он с тем, что рядом с такой женщиной там расслабляться нельзя и так далее. Постоянно. Чувства. Чувства есть сильные. Ну а что я тут скажу? Но для него это, знаешь, больше не про душевное тепло сейчас, а про страх и про потерю. Понимаешь? И вины тоже хватает. Он, знаешь, он понимает, что принес в ваши отношения много боли, много разочарований, обид даже. И внутри у него тоска. Но он, знаешь, он не может об этом говорить. И даже вот внешне он делает вид, я спокоен, я там покерфейс вот этот вот, но по факту у него сердце болит. И он скучает по тебе. Причем не просто по твоему образу, да, или там по объятиям, а по самому ощущению, как он чувствовал себя рядом с тобой. Его сердце, оно тянется к тебе, но голова блокирует. Он боится еще раз влезть и снова все потерять. Ему, знаешь, кажется, что в твоем лице он упустил не только человека, но и возможность чувствовать себя нужным. И именно вот этот разрыв, вот этот он и держит, вот эти чувства на грани. Они есть, но они спрятаны под его страхом и под вот этим, как называется там, самобичеванием. Действия какие? Будет ли двигаться? Ну да, будет, но не откровенно. Он, знаешь, он тактику выбрал контролера. Никаких спонтанных слов, а только такие действия, где он чувствует твердую почву под ногами. Он готов показать свою серьезность через дела, через там стабильность, через опору, через розетку «давай я тебе починю». У него в голове мысль созревает: если вернусь, то с какой-то вот материальной или жизненной готовностью. А сейчас его шаги — это больше про создание базы, которая тебе покажет, что он там способен отвечать за свои слова, там, за свои поступки. По сути, он, знаешь, он действует, но косвенно. Вот как вот тебе объяснить? То есть он создает условия и ждет момент. Это вот как примерно вот Том и Джерри же смотрела. Том поставил ловушку и ждет, когда Джерри, ну, мышка вот это, как сказать, наступит на ловушку. Так вот и он так. Он создает условия и ждет. И когда он почувствует, что может он предложить тебе стабильность, уверенность и так далее, он к тебе шагнет. Это не про цветы, не признание, а про конкретику. Там финансы, планы, поступки. Ему важно вернуться не романтиком, а мужчиной, который слово держит и крепко на ногах стоит. И да, внутри он реально готовит почву для этого шага. Ну а что тут еще сказать? Даже не знаю, что еще сказать. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Что сейчас между вами? Напомню, первую карту читаем как сигнификация, остальные парно. Между вами тепло. Вот теплое притяжение. Но оно прячется за вот этой внешней маской легкости. То есть все на то похоже, как если бы у вас вот компания друзей была, общие события, какой-то радостный фон, но за ним скрыто что-то реальное важное между вами. И непроговоренное. И он старается держать вот атмосферу приятную, без лишних драм, может даже показывать, что все хорошо, но внутри все сложно. Такое ощущение, что он сейчас, знаешь, больше демонстрирует дружбу и легкость, чем какое-то серьезное намерение показать все, что у него на сердце. Это, знаешь, это формат такой. Нам весело, у нас тепло, но я не открываюсь тебе полностью. Снаружи кажется, что у вас гармония какая-то, но ты ведь чувствуешь, что слишком много моментов скрытых под вот этим внешним его спокойствием. Мысли его, ну, ты намного больше для него значишь, чем он показывает, вот честно.
Ты для него, вот как сказать, вот, как экзамен, которому он хочет соответствовать, которому он хочет, как сказать, на пятерку сдать. Он, знаешь, он думает часто о том, как произвести правильное впечатление на тебя, как выглядеть надежным, как показать, вот, что он не пустышка, но вместе с тем у него страх есть. А вдруг я откроюсь больше, а она увидит, что у меня, как говорится, не все идеально, что я не такой мужчина, а вот прям мужичонка. А мысли у него практичны. Он реально пытается понять, какие шаги дадут тебе сигнал, что на него положиться можно. Его мозг, он на том зациклен, чтобы удержать с тобой связь, закрепиться. Поэтому он думает, что там меньше слов и больше действий. И это у него единственный способ показать себя в твоих глазах. Но параллельно он боится контроль упустить. Потому что иногда, вот именно поэтому он, как говорится, закрывается. Иногда слишком, как сказать, вот слишком жадно себя бережет. В его голове ты ресурс, который нужно сохранить и не потерять. Какие чувства к тебе? Но тут еще все глубже. У него чувства есть, они теплые, там искренние, он эмоционально привязан. Но он несет в сердце сильно неприятный опыт. То есть раньше его предали. Старая боль, она не забыта. Понимаешь? И он это до конца не отпустил еще. Именно поэтому рядом с тобой он вот иногда выглядит таким мягким, заботливым, а иногда наоборот уходит в холод и дистанцию между вами, как говорится, увеличивает. Это не из-за тебя. Это вот из-за его прошлого, которое он просто не отпустил еще. Сейчас ты для него человек, в котором он, знаешь, видит там ласку, добро, комфорт. То, чего он давно мечтал, хотел и так далее. И он тянется сердцем. Он чувствует, что в тебе есть то, что успокаивает его вот эти внутренние страхи. Но вместе с этим-то рана живет, она никуда не девается. Она мешает ему идти к тебе открыто. Его чувство — это и любовь, и зависимость. Еще и страх потерять вот это все, если он раскроет слишком сильно. Действия какие? Ну, знаешь, он будет действовать через вот эту серьезность, через практику. Вот как сказать, через практику? То есть, объясню, смотри, у него нет желания играть или там тянуть из тебя там только эмоции. Нет, он будет пытаться закрепить все через стабильность. Там работа, какие-то материальные шаги, конкретные дела. Его линия действий, она, знаешь, будет идти в сторону, что посмотри, я надежный, я не исчезну, я серьезный человек, всегда можешь на меня, как говорится, положиться. И он захочет показать тебе, что он опора. При этом он действовать не спеша, конечно, будет. Для него важно все сделать без резких скачков. Шажочек за вот этим шажочком. Но так, чтобы каждый следующий шаг был более весомым. Он видит, знаешь, что просто словами или там эмоциями твое доверие не завоевать. Поэтому он собирается действовать на уровне поступков. И его стиль — это утвердить себя в твоей жизни как вот часть системы, как основа, а не как какое-то там мимолетное увлечение, которое, как говорится, мимо прошагало. Его шаги не будут эмоциональными бурями, вот этими страстными зажигательными речами. Звездочку он тебе не достанет. Это будет уверенная линия. Работа, забота, конкретика. Чё ты шапку не одеваешь? Давай я тебе розетку починю. Он хочет прийти к тебе как взрослый мужчина, а не как вот этот мальчишка влюбленный. И именно в этом его настоящая логика поведения, больше никак. Обязательно приходи в проживание арканов, приходи в закрытый чат, магический чат. Я тебе буду рад. И обязательно в чате пиши «Привет, дед». Все, до новых встреч.